Вас приветствует канал Climate Change, который продолжает вещать вам о климатических новостях, поступающих из разных уголков нашей планеты. Сегодня вы узнаете о климате, катаклизмах и прочих стихийных явлениях и происшествиях, с которыми людям пришлось столкнуться в эти суровые дни, и увидите, как обостряется климатическая ситуация в мире. Начнем наш сегодняшний обзор. Оперштаб Краснодарского края зафиксировал критический уровень воды в Сочи. 4 июля на город обрушился ливень со шквальным ветром. Из-за него реки Харота и Мацеста серьезно вышли из берегов. Жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Харота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. Известно, что из-за последствий стихии в Сочи 1 человек погиб и 2 пострадали. Во время ливня на них упало дерево. Из-за ливней в Сочи затопило первый этаж городской больницы. Также приостановили проведение экскурсий для туристов. На Кипре пожар, начавшийся в субботу 3 июля в Аракасе, был взят под контроль 4 июля. Пожарные все еще борются с пламенем по периметру, охватывающему более 40 километров. К полудню 4 июля активного фронта уже нет, однако пожары постоянно возобновляются. Нельзя точно сказать, как долго все будет оставаться в таком состоянии. Пожарные ждут наступления ночи, когда ветер уляжется, а температура упадет. Большинство пожаров вспыхнуло в районе Вавацинии и в направлении Оры. С субботы до утра воскресенья борьба с пожарами велась на 5 фронтах, но они были взяты под контроль. Между тем, власти заявили, что были поражены количеством людей, которые предложили помощь. Десятки людей покинули свои дома. Одна пожилая женщина из села Вавациния была замечена плачущей по телевизору, глядя на обугленные останки своего дома. «Работа всей нашей жизни пропала через час в результате пожара», – сказала она. Выступая перед государственной телекомпанией, ряд жителей рассказали об ужасах того, как они пытались бороться с пламенем и спасти свой дом, но сдались и были вынуждены бежать, спасая свою жизнь. Некоторые пожилые граждане покинули свои дома только с ключом, и у них не было времени даже купить необходимые им лекарства, не говоря уже о том, чтобы упаковать все необходимое. 4 человека были найдены мертвыми в результате пожара. Первоначально они были объявлены пропавшими без вести, после того, как их машина была найдена сожженной. Пожар начался в субботу 3 июля в Аракапасе в 14:00 и с тех пор распространился по общинам в Лимассоле и Ларнаке. Президент назвал пожар самой страшной трагедией в истории республики, если не считать военных действий. Пожар вызвал отключение электричества в ряде областей, что привело к отключению водяных насосов и затруднению борьбы с пожарами. Было разрушено около 100 электрических столбов, и это всего лишь 30% территории, поскольку доступ в оставшиеся общины не разрешен. Во многих домах недавно было восстановлено электричество, и были предприняты попытки провести дополнительные ремонтные работы, хотя это было непросто, поскольку доступ оказался затруднительным. Более 60 тысяч человек покинули свои дома после нескольких дней ливней в провинции Цзяньсы на юге-востоке Китая. Наводнение в провинции началось с 28 июня 2021 года. По состоянию на 2 июля пострадали больше 1 миллиона человек в 55 районах провинции. Полностью разрушено 156, повреждено 219 домов. Местные власти эвакуировали 63 тысячи жителей. Наводнение также повредило более 70 тысяч гектаров посевов. Ущерб от наводнения привел к прямым экономическим потерям в размере более 160 миллионов долларов США. В Наньчане, столице и крупнейшем городе провинции За 24 часа выпало более 112 мм осадков.
В городе Цзянчэн на северо-востоке провинции за сутки выпало более 185 мм осадков. По состоянию на 3 июля власти сообщали, что уровень воды в реках Лиань и Синьцзян находится выше опасной отметки в некоторых контрольных точках. Проливные дожди, сильные ветры и ливни с градом, поразившие некоторые части Центральной Европы во второй половине июня 2021 года, привели к повреждению или уничтожению более 66 тысяч гектаров посевов. Сейчас продолжается оценка ущерба. По данным страховой компании, ущерб ожидается в размере от 20 до 23 миллионов евро, что более чем вдвое больше по сравнению с началом прошлой недели. Больше всего пострадали Франция, Германия, Австрия и Чехия. Важно отметить, что это только цифры застрахованных культур. Реальные же цифры намного выше. В японском городе Атами спасатели ищут выживших после оползня, который сошел в субботу 3 июля, о котором мы уже вспоминали в наших прошлых выпусках. 2 обнаружены погибшими, 20 человек все еще числятся пропавшими без вести. 10 граждан удалось спасти. Команды пожарных и полиции пробираются по треснувшим крышам и проверяют машины, которые опрокинул и утащил за собой массивный оползень. На месте трагедии работают около 1000 спасателей, среди них 140 военнослужащих. 72 часа после катастрофы имеют решающее значение в поисках выживших. После оползня жилые районы превратились в болото. Число поврежденных зданий достигает 130. 387 человек были перемещены в центры эвакуации. Внезапный обвал спровоцировал проливные дожди. В Атами за 48 часов до субботы выпало 313 мм осадков, что выше, чем в среднем за июль. Изменение климата увеличивает частоту экстремальных осадков, так как более теплая атмосфера содержит больше воды. Ожидается, что сезон дождей может вызвать новые катастрофы, которые возможны даже после прекращения осадков. По всей Японии было зарегистрировано 8 других оползней. Жителям некоторых городов префектуры Сидзуока, расположенных у подножья крутых склонов, было приказано эвакуироваться в связи с высоким риском обвалов и селей. Есть ли среди наших жителей люди, которые живут под горой? Будете ли вы предпринимать какие-либо меры на случай возможности подобного оползня с гор? Напишите в комментариях, что именно вы собираетесь делать. Думаю, многим будет полезно узнать практические шаги. И на этом у нас все. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.